Продолжаем снимать видео о процессах, происходящих на нашем производстве. Сейчас мы находимся немножко в другом месте. Это детская площадка у нас в деревне. Снега навалило, движухи сейчас тут никакой детской не происходит. Что мы здесь делаем? Смотрим беседку. Вот эта беседка – это прототип той беседки, которую мы сейчас делаем у нас на производстве. Восьмигранная, шатровой крышей, с массивными столбами. Изначально не было точно ясно, какую беседку надо делать. Просто заказчик сказал: Саня, говорит, мне надо вот к бане еще и беседку. Ну хорошо. Посмотрели на дизайн проект ландшафтный, где этот у нас место установки беседки. Ну вот, то есть какой конфигурации, то есть либо восьмигранная, либо 6, либо квадратная она могла быть, тут непонятно. Значит, и здесь вот я как бы уехал, все уже со сборки. Смотрю, ребята делают беседку. Пришел, посмотрел, беседка восьмигранная, компактная, небольшая. Уже на тот момент стояли столбы с обвязками, со стропилами. То есть уже, в принципе, внешний вид был сформирован. Я взял телефон, поснимал, отправил заказчику. Миша посмотрел, говорит: все, Саня, отлично, принимается, будем делать нечто подобное. Размеры здесь в диаметре у нас порядка 4,5 метров. Вот наша беседка будет поменьше, примерно на метр. Высота здесь тоже порядка 4 метров. Значит, выносы крыши где-то около метра, 1,20 м. У нас они тоже, то есть, соответственно, у нас все так вот пропорционально меньше на нашей беседке. 8 стропил диаметром 36 сантиметров приходят в одну точку и соединены на подвесном столбике. В распор стоят. Столбы порядка у нас 50 сантиметров в диаметре. Металлические ограждения у нас будут в стиле корнепластики из сосны, перила, и балясины тоже из сучков. Вставлены будут подкосы, тоже такие сучкастые. Вот, все в одном стиле будет. И сами столбы тоже. Здесь вот у нас протески, а у нас они все будут такие сучкастые, неровные. Плюс у нас еще будет входная арочная ферма. На нее будет классно стропилина и формирована такая элька при входе. Здесь подшито вагонкой. У нас я еще не знаю, чем будет подшито. Сама кровля покрыта, здесь у нас мягкая кровля, шинглс. Вот. В нашем случае, скорее всего, это будет керамическая черепица в стиле, как и на самой бане. Итак, вот уже мы на площадке. Ребята вовсю изготавливают детали для беседки. Значит, что сказать, детали не толстые. То есть 46, примерно 44 сантиметра на макушке. На комле порядка 50. Можно было вообще расклешонки мощные поставить до 80 сантиметров. Они бы круто смотрелись якобы. Но у нас есть определенные условия, в которые мы должны вписать нашу беседку. Это размеры прежде всего. То есть размеры пятачка, фундамента на самой площадке уже застройки. Вот. Этот размер он небольшой. Значит, сейчас посмотрим по чертежам, как что происходит. Сразу скажу, что допуски вообще в принципе вот ребята делают. Допуски у нас допусков нет. То есть абсолютная плотность примыкания деталей, лес подсушенный. Все делается для того, чтобы потом при подсыхании у нас не образовывались щели. Вот такой талмуд чертежей для ребят, для изготовления. Делал наш архитектор, профессионал именно по пост-энд-биму, так как человек, который
проектирует, он обязательно должен понимать весь процесс сборки. Как детали соединяются, какие соединения, какой квадрат должен быть. Так как здесь, в принципе, сложного ничего нет. Везде идет принцип квадрата. Мы про это уже много раз говорили про Post&Beam. Вот. Просто сечение, соединение, ласточкины хвосты, там, шипы и так далее. Все это человек должен понимать. В чертежах у нас есть 3D модель. Поэтапность сборки, что зачем идет. Столбы, обвязки, фермочка арочная и стропила. И деталировка. То есть вся деталировка стропил, столбов, всего-всего-всего, все это есть. И самое интересное здесь, в этой беседке, это арочная ферма, которая состоит у нас из 3 деталей. Вот она. Начинаем собирать полукруглую ферму из бруса, из кедрового, для нашей беседки сечением 30 сантиметров на 20 по толщине, стыковочная, с шипами, с пазами. Просчитывалось также все в архикаде. То есть, в принципе, можно делать такие фермы из круглого бревна. Берется мощное бревно 60-сантиметрового диаметра и из 3 частей составляется. Также на шипы собирается. Затем застрагивается, все это придается идеальная круглая форма. То есть как типа оцилиндровки, только это все у нас идет из дикого бревна стыкованное. Вот сейчас будем собирать то же самое, только из бруса.
Ну вот мы и завершили монтаж. На площадке у нас беседки к бане «Медведь и щука». Беседка восьмигранная, в диаметре порядка 3,5 метров и высотой тоже порядка 3,5 метров. Какие работы будут еще вестись? Значит, будут работы по декору в основном. Это резьба от Сергея Черкесова камлей на столбах и камлей на стропилах. Также Макс будет, столер, вставлять сучки, подкосы в стиле корнепластики и перила. Перила с балясинами тоже из сучков, из сосновых. Но это уже все будет делаться по месту на фундаменте. Немножко по особенностям данной беседки пройдемся. Первое, это у нас арочный вход, ферма из 3 стыковочных элементов, брусовая, на которой лежит стропилина, формирующая эльку крыши. То есть вся у нас восьмигранная крыша, она симметричная. И идет элька, вот здесь входная, которая переходит, значит, вот на этой стропилине в яндовую. То есть вся идет симметрично-симметрично, бах, на яндовой идет стык и пошел уже на входную эльку, соответственно, которая лежит на арке. Здесь внутри столбик, центральный столбик, к которому подходят все 9 стропил. То есть 8 это на столбах, которые, и 9 на эльке находится. Значит, прототип фермы, который у нас на детской площадке, там у нас без опорной вот этой вот обвязки, просто висящий столбик, на который упираются все стропилы. А вот здесь у нас присутствует вот такая обвязочная балка. То есть я вообще изначально хотел делать без нее, а тоже так же, по такому же принципу, как и на площадке у нас беседка. Вот. Но потом архитектор сказал, что уже, когда художник сделал определенный эскиз, вот, и посмотрел, начал рисовать, считать, получилось так, что столбы у нас стоят несимметрично, как на восьмиграннике. Здесь, как мы видим, вход, где-то забор, где-то фундамент маленько корректирует. Вот, поэтому все углы у всех стропил абсолютно разные, примыкания тоже там сложные. Вот, и, короче, архитектор сказал, что, ребят, не пойдет, надо делать вот такую обвязочную поперечную балку, на которой будет стоять вот этот столбик. Ну, не пойдет, не пойдет. Посмотрели, мне понравилось. Отправили заказчику, заказчик говорит, все, зашибись, оставляем именно вот так с этой балкой. Ну, так получилось. Все соединения столярного качества подогнаны абсолютно плотно, как мы видим. Качество постенбима, качество практически такое же, как на всех домах жилых, которые мы делаем. То есть, ну, вот на видео, я думаю, на крупниках все там, все понятно. Кубатура данной беседки порядка 12 кубометров. Столбы 55 сантиметров в диаметре. Стропила примерно точно так же. Значит, крепление на месте сборки будет производиться с паксами и глухарями. Большими, мощными, 30-сантиметровыми. Покрытие кровельное будет, скорее всего, керамическая черепица. Примерно того же цвета, что и сама баня «Медведь и щука». Будет происходить еще шлифовка и покраска. Но это после того, как уже будет установлена вся корнепластика. Все. В принципе, на этом можно и закончить. Всем удачи. Спасибо, кто участвовал, кто смотрит. До новых встреч.